Примерно 99% пар считают, что у других сексуальная жизнь приносит больше удовлетворения, чем у них. Во время утренних сексуальных действий высвобождается окситоцин, химическое вещество, которое способствует хорошему самочувствию и поощряет любовь и связь. Дневные исследования показали, что прелюдия увеличивает сексуальное возбуждение как у мужчин, так и у женщин. Женщины с большей вероятностью испытают множественные оргазмы, если во время секса носят чулки. Оргазм в день может снизить риск рака простаты у мужчин. Большинство женщин предпочитают для сексуальной активности тускло освещенное место, а не хорошо освещенное. Мужской пенис может оставаться в вертикальном положении всего 10 секунд, по крайней мере, до 40 лет. Около 75% мужчин эякулируют в течение 3 минут после проникновения, и около 25% из них часто думают о сексе. Занятие анальным сексом хотя бы раз в неделю может естественным образом облегчить боль в спине у женщин и потенциально увеличить продолжительность их жизни на 8 лет. Исследования показали, что регулярная сексуальная активность укрепляет иммунную систему. Всего 7 минут секса могут быть столь же полезны, как 5 часов в тренажерном зале. Когда женщина занимается оральным сексом с мужчиной, ее организм выделяет гормон, который помогает сжигать жир. Примерно 80% мужчин при первой встрече обращают внимание на грудь. Пары, которые вместе смотрят порно, обычно имеют более крепкие обязательства. В среднем человек тратит около 6 часов на сексуальную активность в возрасте от 20 до 70 лет. Принудительный половой акт может привести к перелому полового члена, особенно в миссионерской позе, которая представляет наибольший риск. Рекомендуемый метод полового акта предполагает слегка приподнятие женщины и проникновение мужчины в ее половые органы. Некоторые мужчины получают удовлетворение, просто сосала грудь и играла с ней во время полового акта. Во время полового акта женское влагалище обычно увеличивается в 8 раз, и если оно расширяется дальше, это говорит о том, что женщина испытывает исключительно приятную сексуальную активность. Секс может быть физически тяжелым. Женщины сжигают в среднем от 70 до 120 калорий в час при полном возбуждении, а мужчины могут сжигать от 77 до 155 калорий. Высокие мужчины, как правило, имеют больше сексуальных контактов в среднем по сравнению с мужчинами невысокого роста. Мужчины часто переоценивают интерес женщин к сексу, а женщины склонны недооценивать интерес мужчин. Пенис мужчины становится более твердым, когда его вводят во влагалище. Секс 3 раза в неделю может помочь человеку выглядеть на 4-7 лет моложе. Оргазмы могут быть более интенсивными в жаркую погоду, что потенциально объясняет привлекательность отпуска. Почти треть мужчин утверждают, что поцелуи не являются изменой, а 89% женщин с этим не согласны. Предположительно, лесбиянки испытывают больше оргазмов, чем 70% мужчин, смотрящих порно. Средняя длина влагалища составляет от 3 до 4 дюймов. К 19 годам около 70% американских подростков вступали в половую связь. У мужчин тоже есть точка G, сильное обоняние может усилить оргазм. Женщины, у которых больше друзей мужчин, обычно находятся в лучшем настроении. Сперматозоиды часто переживают яйцеклетку в организме. Некоторые женщины могут достичь кульминации благодаря стимуляции сосков. Боязнь поцелуев называется филофобией. Максимальная скорость эротических ощущений, перемещающихся от кожи к мозгу, составляет 156 миль в час. 67% женщин предпочитают чисто выбритых мужчин. Стресс – враг секса, отключение центра страха и тревоги в мозгу имеет решающее значение для женского оргазма. Почти невозможно потерять тампон или что-нибудь еще во влагалище. Глядя на незнакомца в течение 4 минут, можно влюбиться. Лишь каждый 5-й мужчина делает предложение, преклонив колени, а 6% делают это по телефону. Дыхание женщины может иметь слабый матросский запах в течение часа после секса. Средний пенис в эрегированном состоянии имеет размер 5,17 дюйма.
Мужчины предпочитают женщин с заниженным соотношением талии и бедер, а красный цвет делает их более привлекательными. Духи очень возбуждают мужчин. Совместное исследование повышает сексуальную привлекательность. Мужскую сперму можно без препятствий выстреливать вертикально на расстояние более 38 дюймов. Женский оргазм действует как мощное обезболивающее, высвобождая эндорфины, которые заставляют человека чувствовать себя хорошо. Люди, которые спят на животе, сообщают, что им чаще снятся сексуальные сны. Секс укрепляет эмоциональный союз. Мужчины, которые часто занимаются оральным сексом с женщинами, воспринимаются как более страстные и возбужденные. 53% женщин занимаются сексом не так часто, как им хотелось бы. Секс во время менструации более распространен и приятен, чем вы думаете. 51% женщин испытали оргазм во время отжиманий. Полная сексуальная бездеятельность может уменьшить размер полового члена. Уменьшение миндалевидного тела, части мозга, которая вызывает страх и тревогу, имеет решающее значение для женщин. Когда женщины испытывают оргазм, 37% из них сообщают, что регулярно используют вибратор со своим сексуальным партнером во время акта. Согласно исследованию, женщины старше 40 лет чаще испытывают множественные оргазмы, чем женщины в возрасте 20 лет. Женщины с более высоким уровнем тестостерона могут предпочесть мастурбацию сексу с партнером. Кроме того, соски считаются эрогенными зонами, поскольку ощущение затвердевших сосков активирует ту же часть мозга, что и ощущение от шейки матки и клитора. Головная боль может испортить вам настроение, но наличие большого пениса не обязательно имеет решающее значение для вагинального удовлетворения. В этом аспекте окружность более важна, чем длина. Наиболее распространенная область боли у женщин во время секса – в преддверии вульвы, где кожа тонкая и уязвимая. Чтобы улучшить свою работу, вам может помочь больше секса дома. Регулярные оргазмы могут замедлить старение, и исследования показывают, что лучшее время для секса – перед сном. Кроме того, более темное влагалище многим кажется более привлекательным. Большинству женщин для достижения оргазма необходима прямая стимуляция клитора. Многие женщины об этом не подозревают, так же, как у многих мужчин чувствительные соски. Клитор частично виден, и если мужчине трудно поддерживать эрекцию, находиться сверху может быть не лучшим вариантом, так как на это может повлиять гравитация. Мужчины склонны влюбляться быстрее, чем женщины, которые склонны больше фантазировать о романтических сценариях. Продолжительность объятий может повлиять на счастье и уверенность человека в себе. Во время мужского возбуждения пот содержит химические вещества, связанные с женским возбуждением. Мужские бороды растут быстрее при определенных условиях возбуждения. Слегка поднимите бедра и напрягите мышцы таза, чтобы усилить оргазм. Женщины, которые шпионят, обычно говорят более высоким тоном, находя себя более привлекательными. Каждое влагалище имеет свой характерный запах. Начальная область влагалища наиболее чувствительна и восприимчива к удовольствию. В использовании презервативов нет ничего постыдного, а pH влагалища аналогичен pH некоторых продуктов. Одно исследование показало, что многие женщины проводят пьяные ночи и не помнят, с кем спали. Миллениалы более сексуально активны, чем считалось ранее, большинство из них теряют девственность в возрасте от 16 до 18 лет. Когда люди становятся старше, они, как правило, меньше беспокоятся об использовании презервативов, но чаще используют лубриканты. Большинство людей не используют вибраторы во время секса, но многие используют нижнее белье и массажные масла. Гинекологи считают мастурбацию здоровой и нормальной, поскольку она помогает снять стресс, улучшает настроение и укрепляет мышцы тазового дна. Предпочтение сексуальных позиций варьируется между мужчинами и женщинами. Для мужчин предпочтительна поза собачка, а для женщин обратно миссионерская. Половая область имеет ограниченный период роста волос, в отличие от волос на голове. Употребление кофе может повлиять на размер груди, а цвет ногтей у женщин меняется во время сексуального возбуждения.
Для женщин-миллениалов соски являются наиболее сексуально возбуждающей частью тела, за ними следуют шея, ягодицы, спина и живот. Если вам понравилось, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и увидимся в следующий раз.